Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, у нас снова вернулась зима, но было довольно долгое потепление, поэтому я поехала на большую воду, на лед, а выехала в сторону реки Неман. Вот сейчас ехала к реке и наткнулась на такой вот старичок в лесу. И хочу проверить, какая здесь толщина льда. Может быть, даже поставить какие-нибудь жерлички. Опа, пробивается, видите, сразу. Посмотрим, можно ли где-то найти заход какой-нибудь. Слышишь, хрустит, да? Снова вот отсоединяем прицеп для того, чтобы развернуть машину, а потом подъехать и поехать дальше на нужное место. И пойдем посмотрим, да, Рамс? Ты уже тоже хочешь посмотреть? Выходи. Угу. Ты рад, зайка? Зайка? Зайка рада? Рыжая зайка, иди сюда. Куда пошел один? Очередное интересное место на реке. Ну, на нем не всегда много интересных мест. Как видите, плывут вот эти вот льдины. И вон дальше есть даже какая-то закраина интересная, на которую можно поставить жерлицу. В принципе, несколько мест, где можно закинуть закидушки на червя, я вижу. В принципе, если взять пешню и походить по закраинам, можно поставить и жерлицы. Но здесь еще есть одна дорога, я хочу посмотреть, куда она ведет. Вот. И только после этого приму решение, где поставить свой лагерь. Место выбрала, все-таки решила остаться на старике, потому что по реке плывут большие закраины, и там реально некомфортно, еще не сильно стал лед по краям, я боюсь провалиться, поэтому я беру пешки, беру ледобур и иду проверять, что здесь по глубине и какой здесь лед, и попробую поставить жерлицы. Ребят, такой сантиметров 12, но он, ребятки, такой пористый. Давай, просыпайся, малыш. Знаю, что не очень тепло, знаю, что прохладновато. Здесь не глубоко, поэтому я глубину заранее никакую искать не собираюсь. То мне предлагали там прищепками какими-то искать. Я же не на течении сейчас ловлю, правильно? Ловлю на простом старичке. Отпускаю стопорок. Делаю 1, 2, 3 подкрута с половиной. И давайте посмотрим приблизительную глубину ловли. Вот такая вот глубина. И здесь, наверное, сантиметров 50-60.
Я нахожусь в абсолютно незнакомом для себя месте и не знаю, где здесь может стоять хищник, где не может стоять. Поэтому я буду своими жерлицами, как всегда, шагать. То есть сейчас я устанавливаю свою жерлицу на небольшой глубине. Если не происходит поклевки в течение получаса, пока я буду разбираться, ее можно будет переставлять на другое место. Рыбу в новом месте всегда надо искать. Одинарные у меня крючки. Навязан вот такой вот флюорокарбоновый поводок, скрутка. Крючки как для ловли на дно. Живец с собой карасик. Другого живца у меня пока нет, хотя я думаю, что здесь можно будет половить на какую-нибудь безмотылочку, на мормышечку, окунька. Может, на чертика на какого-нибудь. Так. Ставлю карасика живца аккуратненько. Так. И опускаю его аккуратно в луночку. Посмотрю. Оп. Ну вот, снимаю и смотрим глубину. Слушайте, ну неплохая. Я считаю, что вполне себе неплохая для такого места. Вот она стоит на глубине. Я поднимаю на раз, два, три, 4 оборота. Ставлю флажок. Вытягиваю. Если кто-то думает, что я не разбираюсь и не знаю, как правильно устанавливать жерлицы, что еще даже не везде взялся лед. Почему-то с правой стороны он взялся хуже, чем с левой. Ребят, устанавливала, сейчас скажу. Раз, два, 3, 4, 5. Шестую жерлицу. И произошло вот так. Хорошее что-то. Хорошая. Хорошая, хорошая, хорошая. Хорошая. Оп. Нифига себе! Первая рыба на озере, на этом, ребятки, на незнакомом вообще. На старике, точнее. О, смотрите, какая щука. Не крупная, но сразу видно, что она здесь долго живет, и что здесь темное такое дно. Видите, наверное, здесь может какой ленек есть, и все. О, и сажала нашего коля. Выкрутила почти всю леску. Представляете? Поздно, получается, заметили, либо она очень активная. О, ребят. Успела проглотить живца. Хоть ты ее, блин, это вспори да забери. Потому что у меня 10 живцов.
Придется местного окуня ловить, понимаете? Ставлю, ребята, рядом с местом сработки, там, где поймала уже щуку. Чуть-чуть в другом месте пробурила. Попробуем шагнуть. Не будем на том же самом месте пытаться ее поймать. Другую. Ребятки, ну вот и первая рыба за сегодня. Только стала устанавливаться, уже, считайте, рыбалка состоялась. Остается только установить свои палатки, попариться в баньке. Ребята, мой Лутос Куба Зонд — это вообще универсальная палатка, которую можно использовать как для ловли со льда, так и для ночлега в любой местности, не на воде. У меня есть второй пол, ребят, не поверите. Тоже с гидроизоляционным дном, размером под мою палатку 2,6 на 2,6. Чуть-чуть меньше из-за того, что получается по габаритам, чем тот пол, который с лунками, потому что нету фланцев. И также он фиксируется на вот такие вот хлястики с замками пластиковыми. Спрашивали, а для чего пол в палатку? Ребят, все для вашего комфорта. Для того, чтобы вы могли зайти в палатку и сидеть там даже босиком, как дома, понимаете? Это называется рыбалка с комфортом. Ребят, пошла, поменяла жерлицы местами, пробурила новые места, и вот уже можно ложить термос в пол. Разместились, получается, на этом озере, и вот к нам едет. Что это у нас едет? Как это называется? Кто-то едет. Охотники, наверное, скорее всего. Может, егерь какой-нибудь ехал. Не знаю.
меня стоит вот такой вот теплообменник на газу. Здесь у меня раскладушка со спальником, где уже отдыхает собака. Ага. Кармашки еще не заняты. Пока вверху здесь стоит столик, но я хочу поставить сюда дровяную печь. Вот сюда есть возможность установки. Вот, тем более, что у меня есть специальная защита для того, чтобы мы не загорелись. Поэтому я думаю, что чтобы было теплее, сегодня сильный мороз, мы ее поставим. Здесь вторая раскладушка. И под раскладушками непосредственно спрятаны всякие вещи. Да. И вот такой вот вид открывается на озеро. И мы стоим прямо на озере на льду. Вот. Стоит палатка. Одна. Да, Рамс? Стоим. Здесь вот санки с вещами, которые могут пригодиться. Баллон на льду не стоит, чтобы не замерзнуть, потому что низкая температура. И здесь баня, в которую завтра пойду, кстати. Наконец-то будет банька. Сегодня GoPro шалит не по-детски, не хочет работать, все время отключается вне зависимости от того, меняю батарейки я или нет. На улице очень сильный мороз. Вот. И я в очередной раз прогуливаюсь по озеру для того, чтобы посмотреть, были сработки или нет. Я меняла флажки, я их переносила местами, выбирала разные места сегодня. Ну, видите, может быть, потому что у меня желез карасика, нужно кого-то поймать здешнего, может быть, рыбка какая-нибудь и клюнула. А может, ее здесь мало. И круто, что хотя бы одна щучка у меня клюнула. Вот такие вот дела. На озере сегодня никого. Один только какой-то чел приехал. Типа посмотреть, чем мы тут занимаемся. Проверка. Не знаю, может, отдаем платно или что? А вроде нет. Вроде ничего не написано. Ну, молодцы, хорошо, что смотрят за своими водоемами, которые относятся к их территории. Главное, чтобы сами сети не ставили, потому что сети-то обычно ставят именно местные, понимаете. На улице очень холодно, и я могу вам сказать, что теплообменника сейчас как-то маловато. Поэтому я приняла решение поставить специальный вот такой вот огнеупорный клапан, который мне прислали из компании Lotus вместе с моей палаткой. Эта штука, благодаря которой я смогу использовать дровяную печь, и палатка не сгорит. Я надеюсь. Судя по всему, вот здесь вот так вот это штука. Так. Здесь с обратной стороны есть фигурка. Прекрасно. Она выводится и фиксируется. И вот здесь на липучке, которая здесь. И с обратной стороны. А здесь привязывается каркас. Вот такая вот система. Для того, чтобы защитить нашу палатку. Вот этот материал непосредственно выдерживает 1000 градусов, а вот этот выдерживает 200 градусов. Я думаю, что нам этого будет вполне достаточно. Чтобы не подпалить пол, также Lotus предусмотрел специальный огнеупорный коврик, который ставится непосредственно под саму печь. Так. Он сделан из того же самого материала, что и сделан вот здесь вот специально вот этот вот чехольчик, и выдерживает температуру до 1000 градусов. Так что мы его просто вот так вот застилаем. Я бы даже чуть-чуть поставила. Так, ничего не боимся. Размер коврика огнеупорного 100 на 70 сантиметров. Поэтому я могу без проблем взять свою любимую печку Intent и установить ее сюда. Вот, ребят, видите? Это смола. Смола от сосны, прикиньте. Пипец. Это, ребята, теплоизолятор, который устанавливается на нашу трубу в место, где, как видите, плохая идет изоляция. Ого. Так.
Так или не так? Дровишки. Сейчас будем распаливать печечку. И обязательно кофеюз, вечерний кофеюз. Ох. Хорошо. Так есть. А вот сейчас я хочу заложить свою дровяную печь. Так. И распалить в ней костер, чтобы мне было тепло ночью. Дамы и господа, мой ужин готов. У меня сегодня было запланировано одно, но получилось немножко другое. Тем не менее, я не расстраиваюсь. У меня сегодня вот такая вот прекрасная картошка вместо запеченной, потому что я вообще-то собиралась в лес и думала, стану на закраинах, но закраины не стали. И я нашла какой-то старичок в лесу, на котором мне удалось разместиться и даже поймать одну рыбу. Вот горит наша печечка. Я думаю, что стоит в нее всегда подбрасывать как можно больше дров, чтобы у нас банька топилась и была горячая. Сейчас показывает почти 50 градусов. Короче, мама на Новый год подарила мне настои. Один ароматический настой для бани с эфирными маслами, экстрактом дикого меда, акации и березовым соком для бани, сауны и душа. И вторая настойка на эвкалипте. Давайте попробуем настойку вот эту вот. Применение. Средство развести в 1 литре горячей воды, используют для ароматизации воздуха и парной. Значит, попробуем просто с вами залить. У меня здесь теплая водичка.
Есть. Залили. Так. Полноценная ванная, ребята. Ну, все, что мне понадобится. Обязательно скрабик. Так. Расчесончик. Плюс я бывает еще вот так вот беру. У меня есть разные вот такие вот эфирные масла. И я могу делать вот так. Для того, чтобы пробивать нос. Чувствовать запах. Капаю немножко на печку. Она дает очень хороший аромат. Это вот я наливаю сюда. Наливаю сюда. И оно тоже будет сейчас ароматизировать мне. Здесь все. И немножко повысим градус. Прекрасно. Все, ребят. И сажусь на полок и вкушаю. Закрываю, ребят, чтобы не выхолаживалось. Фу, отменно. Интересно, сейчас посмотрим, насколько он быстро будет таять. О, хорошо. Хорошо. Тело еще горячее, несмотря на то, что я уже вышла, наверное, минуты 2 назад. И вот так вот для него это просто прилив. Посмотрите, какая у меня красная кожа. Это значит, что все работает. Целлюлит горит. Сосудики работают. А я делаю так, чтобы у меня была красивая кожа, невероятная. Делаю лунки для того, чтобы их закормить на разном расстоянии от берега, разных глубинах. У меня есть с собой прикормка RS Ready, лещ. Я хочу насыпать в луночки. Так. Опа. Давайте попробуем кусочками маленькими позабрасывать такими. Покомкать. Вот так. Что если я вот так сделаю? Оп. Конечно, ребят, если бы поймать живца, который здесь живет, возможно, было бы совсем другое дело. Очень часто это играет большую роль, так сказать. Так. Оп, пошел, малыш. Ну, этот у меня живец карасика довольно-таки живенький, хорошенький. Ставлю жерличку свою. Раз, два, три. Нет глубины здесь почти. Оп. Ну ничего, это не значит, что рыбы нет.
Давай, друган. Просыпайся, Ян. Я знаю, что ты жив. О. Хоть один живой. Нормальный. Может, поэтому и не клюет. Сейчас попробую поймать живца. Ребят. Ну, мотыля нет, блин. Кого я тут смогу поймать? Не знаю. Смогу ли вообще кого поймать? Раз, два, три. Оп. Думаю, вот еще одну вот здесь поставить, чтобы проверить. Может, где-то на какой-то глубине, не возле камыша ходит, а где-то вот поглубже здесь. Так вот подставила недалеко от берега, под деревом. Тут березка такая торчит на берегу. Глубина, ребят, мне здесь с головой, прикиньте. Снега сегодня не идет, стало гораздо теплее, руки уже не так настывают. Значит, вот стоят мои. Раз, два, три, 4. Проверяю разные глубины, разные расположения. И вот стоят моих 2. Раз и 2. Всего 6 штук. Все остальные не могу поставить, пока нет живца. Все сдохли. Ну что, пойду по пути меньшего сопротивления. Начинать буду с черной вот такой вот. Вообще безмотыльной снасть считается. Попробуем. Поймаю я на нее что-нибудь или нет. Посмотрим. Чуть-чуть уже затянула корочкой. Но нам не важно. Нам главное сейчас попробовать поймать какого-то живца. Все, глубину нашла. Глубина большая, ребят. И дальше начинаем непосредственно игру. Друзья и подруги, вот такая вот интересная рыбалка с ночевкой на берегу озера, посреди леса получилась. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. У меня всегда разная рыбалочка. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока. Не, ну вы посмотрите на этих... Я не знаю, вообще это нормально? Посмотрите. Чего они не полетели на юга? Ребят, посмотрите. Вот, нафорсил кто-то, ё-моё. Если бы дорога не была сейчас замерзшей, 100% мы бы,